Валенсия – город солнца, моря, апельсинов, футуристичности и полного хаоса, если вы, как и я, случайно приезжаете на главный фестиваль года. В этом выпуске мы посетим топовые места, попробуем бесплатно тапас, поднимемся на Гулливера и увидим настоящую Испанию, которую не передать словами. Не без лайфхаков экономии и приключений. Приятного просмотра! Валенсия – третий по величине город Испании с населением около 840 тысяч человек. Если хочется отдохнуть у моря, наслаждаться мягким климатом и природой, но при этом быть в крупном, но более спокойном и бюджетном городе в сравнении с той же Барселоной, вам сюда. Начнем с вами с самого сердца Валенсии, с Эль-Кармен. Этот старейший район вырос между мусульманской стеной XI века и христианской XIX. Эль-Кармен за свою историю успел побывать всем. От мусульманских садов и роскошного района аристократии до одного из самых известных борделей Средиземноморья. Затем превратился в грязное предместье во время промышленной революции, а теперь это один из самых ярких и живых районов Валенсии. Одной из самых красивых площадей в старом городе я бы назвала площадь Девы Марии. Вокруг нее находятся два знаковых здания: величественный собор Валенсии, знаменитый своим святым Граалем, который по легенде использовал сам Иисус, и базилика Богоматери Отрекшихся, и еще уютный маленький скверик, где мы с оператором-мужем прятались от солнца и услышали первые признаки фестиваля Фалиас. Нельзя пропустить фонтан Турия. Он символизирует реку, которая когда-то протекала через Валенсию и была жизненно важной для города. Часто просто уютное место, где можно присесть, передохнуть и насладиться атмосферой площади. И повторюсь, мы вообще не планировали попасть на фестиваль. Я не люблю шумные мероприятия, мне ближе уют и тишина, а тут гуляем по Валенсии и вдруг то взрыв, то вертолет, то улицы перекрытые, толпы людей, и все это как будто нарастает. Оказалось, мы попали на Фалиас, один из самых масштабных праздников в Испании. Он проходит каждый год с 15 по 19 марта официально, но ощущается раньше. Улицы заполняются огромными фигурами Фалиас, которые потом сжигают в финальную ночь, как прощание со старым. Каждый день в 14:00 на главной площади Масклета. Громовое пиротехническое шоу, от которого все трясется. А еще есть цветочная процессия, когда тысячи людей приносят цветы Деве Марии. Представьте, в каждом районе целый комитет целый год работает над этими фигурами, только чтобы потом их сжечь. Звучит немного безумно, но для местных это очень важно. Мне лично этот праздник дался непросто, особенно когда мы ехали на вокзал под дождем, с перекрытыми дорогами и серией взрывов рядом. Воздух был в порохе, люди повсюду, хаос, который запоминается надолго. Есть еще один выбор, который нам с Андреем дался непросто. Мы заказали дрон. Это большой шаг для нас и канала, потому что хочется, чтобы вы не просто смотрели, а чувствовали места, в которые я вас приглашаю. И если вы хотите поддержать этот путь, можно стать спонсором канала. В ответ я поделюсь с вами тем, чего нет в открытом доступе, историями про Польшу и путешествия, личными мыслями и авторскими картами локаций, которые мы посещаем. Как раз получите карту по лучшим местам и заведениям в Валенсии, включая те, что мы не успели посетить. Ну, хоть вы сможете. Короче, это как пригласить вас в свое закулисье. Не идеальное, живое и настоящее. Можно и разово задонатить. Любая сумма помогает, и где-то в мире радуется одна Катя. Ссылка под видео, и просто спасибо, что смотрите и доверяете. Это многое значит. Движемся к Лонха де ла Седа, или попроще к шелковой бирже,
Поистине значимое место для Валенсии и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Оно было построено в 15-16 веках, когда город был центром торговли шелком. И чтобы прочувствовать тот период расцвета Валенсии, вы можете прогуляться по залам Лонхи и атмосферному саду с апельсиновыми деревьями, изучая архитектуру и историю с помощью аудиогида. Они есть на 11 языках, включая русский, а длится вся запись около часа. Честно говоря, я думала, что для меня самыми интересными здесь будут апельсиновые деревья. И я думала, что вот эти вот залы в шелковой бирже, они больше такие, как музей. Но нет, именно вот, масштаб, архитектура, потолки выглядит просто вау. И ходить здесь очень интересно, при этом людей немного. И опять же, это бесплатно по туристической карте. Сказала опять же, потому что мы снимали места немного в другом порядке, и да, некоторые посещали бесплатно, благодаря валенсийской туристической карте. Ее прям рекомендую брать всем. Можно купить на 1, 2 или 3 дня, и на это время у вас бесплатный проездной на всем общественном транспорте, включая метро до аэропорта. Плюс куча музеев и достопримечательностей, либо бесплатные, либо со скидкой. Еще дают бесплатный тапос с напитком. Мелочь, а приятно. И главное, не надо каждый раз разбираться с билетами, все уже включено, удобно и экономит кучу времени. Есть еще вариант на 7 дней, но там уже без транспорта. Зато если заранее заказать карту онлайн, она будет дешевле, а забрать можно прямо в аэропорту, сразу по прилету. Тут же недалеко, на улице Лопе де Вега 6, находится самый узкий дом в Европе – Ла Эстреха. В ширину он всего 107 сантиметров и насчитывает 5 этажей. Сейчас дом не жилой, но изначально это был ювелирный магазин, а семья, которая им управляла, жила на верхних этажах. Позже он успел побывать еще газетным киоском, сувенирным магазином и также принадлежал соседнему бару до пандемии. Немного клаустрофобное, но интересное место. И на самом деле не факт, что этот дом самый узкий, потому что параллельно с ним соревнуются другие узкие дома в Австрии и в Варшаве. А вот этот дом, дворец маркизов, стоит как минимум увидеть снаружи. Его фасад в стиле барокко действительно впечатляет своими деталями. Любителям роскоши точно сюда. Внутри вас ждут не менее изысканные залы, а также музей керамики. Еще одна знаковая локация старого города – башни Сиранос. Мощные средневековые ворота, которые когда-то были частью городской стены и защищали Валенсию. Они сами по себе выглядят величественно, но что еще круто, что можно всего за 2 евро подняться на самый верх, чтобы посмотреть на город с высоты. Мы отловили для вас, наверное, редкий кадр, когда тут нет особо людей, поэтому показываю, как выглядит смотровая площадка. Вот тут можно подойти к разной, собственно, по кругу пройтись и посмотреть, как выглядит Валенсия с разных сторон. Тут 2 такие башни, и самый красивый вид, конечно, там немножко люди заняли, но здесь вот, например, можно подойти и посмотреть, как выглядит парк Турия. И вообще очень большие виды, видно даже горы. И хочу сказать, что да, солнце и ветер немного сбивают, и лучше идти, наверное, утром или вечером, но очень классно, что это бесплатно, с валенсийской туристической картой, и вообще в целом классно. Классно, что нет сеток, и можно вот так вот красиво все посмотреть. А теперь предлагаю переместиться в район у моря. Эль-Кабаньял. Он совсем не похож на центр. Больше не идеальности, старых домиков с красивыми фасадами, немного хаотичной, но живой атмосферы. Именно ради ощущения настоящей местной жизни мы и арендовали здесь жилье. Ну и, конечно же, из-за моря. Боже, наконец-то мы добрались с вами до моря. Я сама ждала этого момента уже очень долго. И, во-первых, посмотрите, какое красивое море, да, но какие здесь широкие пляжи. Я таких широких пляжей вообще нигде не видела. Тут видно вдалеке много пальм, если вообще их видно, и огромную территорию. Я представляю, как здесь летом, но сейчас вне сезон, пусто, невероятно, очень классно. И вообще за мной не повторяйте, у меня так немножко открыто получилось, чтобы красиво было, красивый лук, вот. Но да, сейчас еще все-таки прохладно, солнце вот только вот уходит, и сейчас сильный ветер, вот дуют волны. Береговая линия тут длится более 6 километров, поэтому можно долго гулять как у пляжа, так и по набережной. Вот. Ну и в принципе там вдалеке даже видно горы, другие города, прям красота.
знаете, погуляв по нашему району, ну, где мы сняли квартиру, я поняла, что он даже как-то сильно интереснее, чем сам центр, чем старый город, потому что, ну, вот это прям такая трушная жизнь, аутентичные дома, районы, сильно меньше людей, нет вот этих всех туристов. Кстати, вот квартира, где мы снимаем квартиру, и вот уже эта улица прям супер такая интересная, даже в вечернее время, а я не люблю вечерние кадры. И классно, что здесь море в 10 минутах, а метро примерно в 15. Ну, то есть вообще классное расположение. Итак, показываю вам квартиру, в которой мы остановились в Валенсии на 2 ночи. Сначала тут у нас идет такая маленькая кухня, где есть, в принципе, все необходимое, но в таком уменьшенном формате. Маленький холодильник, плита и, ну, в принципе, видите все сами, ничего такого интересного. Здесь у нас стол на 4 места, и да, по сути, могут 4 человека жить в этой квартире. И такое вот окно, которое мы всегда закрываем, потому что тут люди прям идут впритык по этой дороге, тут видно вот старые дома, очень красивые на самом деле, и звукоизоляция тут примерно нулевая, вот. Ну, еще прикольная картина, да. И диван прикольный, но немного странный. И, кстати, про наши рюкзаки хотела сказать 2 слова, что мы специально в этот раз купили, заказали рюкзаки, присяду, которые для ручной клади по всем параметрам подходят. Мы немножко стрессовали на этот счет, получится ли все впихнуть, но вроде бы получилось, не было проблем. Дальше у нас такая, ну, типа как гостиная, диванчик и телевизор. Мы посмотрели испанское телевидение, было интересно. Ну и здесь такая комната, такая атмосферная, прикольная. Здесь у нас слон, красивая такая люстра, и можно заметить, что потолок тоже очень такой атмосферный, они, в принципе, тут высокие и прям красивые. И что еще интересно могу здесь показать, это то, что тут вообще закрыто, нельзя выйти, но тут находится такой типа внутренний двор, который не особо красивый, но там, если посмотреть, есть даже столик, можно посидеть. Ну и последнее, это ванная комната. Ой, она, конечно, тут немного веселая, потому что тут такая дверь, которая вообще не работает, ее нужно поднимать, таскать. Ну, Андрей пытался ставить ее на рельсы, но все равно она падает, и это вообще неудобно. Ну и ванная такая, душевая максимально простая, вот. Душ, кстати, такой сплошной по всей комнате. Интересно, тут в Испании везде так или просто нам повезло, не знаю. И тоже есть окно, которое выходит на тот же внутренний двор, можно как раз больше увидеть. По цене квартира получилась 110,5 евро за 2 ночи, и это, в принципе, один из самых бюджетных вариантов, потому что у нас простая тактика, мы берем самое дешевое жилье в самом лучшем расположении. Остальные факторы, в принципе, нас не особо интересуют, и нужно понимать, что в сезон, конечно, цены выше. Но что могу сказать? Что, в принципе, на 2 ночи жилье нормальное, но есть, конечно, парочка минусов. Первое – это холодный пол, мы ходили в обуви постоянно. Второе – это, как я уже сказала, низкая шумоизоляция, слышно все и везде. Ну и третье, немного странное, но это то, что дом сам с собой, по сути, говорит. Вот мы спали, и я раз 5 просыпалась в одну ночь, просто от того, что были какие-то звуки рандомные на крыше, где-то там, вот. Ну не страшно, просто странно. На самом деле, да. Если, например, приезжать в середине июля на 3 ночи в Валенсию, то может выйти и 150 евро за ночь. Но если арендовать жилье на неделю, то та же ночь может стоить около 50 евро. Мы вообще планировали сейчас ехать снимать парк, Турию и все локации там, но увидели с нашей улицы, какой красивый рассвет. Он уже, конечно, заканчивается, но мы подсняли для вас красивые кадры, немножко поменяли планы, и вот да, какая-то атмосфера на пляже, не вечером, а утром она более такая спокойная и, ну, приятная. Прогуляться в Валенсии стоит не только по набережной и пляжам, но и по порту, что и предлагаю сейчас сделать.
очень жаль, что у нас нет много времени, чтобы обойти весь порт Валенсии, но уже та часть, которую мы обошли, она того стоит. Тут вообще классно, что можно идти как поверху, ну вот сверху порта и смотреть на всю территорию так вот, как с дрона, которого у нас нет, так и внизу можно гулять, очень много дорожек, тут люди спокойно гуляют, кстати, людей опять мало, и, в принципе, там вдалеке видно грузовые контейнеры, грузовые корабли, слышно, как они работают, вблизи вот здесь много таких вот яхт, в общем, очень красиво, атмосферно и классно, что территории реально очень много, чтобы гулять, и есть детские площадки, и где можно посидеть, отдохнуть, вообще классное место. К слову, Средиземное море в Валенсии теплое и спокойное, лето может достигать 27 градусов, а зимой даже 16. Ну и однозначный плюс города – это более 300 солнечных дней в году. Пока едем к обалденным местам, расскажу вам про то, как в целом передвигаться по городу. Транспорт Валенсии – это метро, трамваи и автобусы. Из аэропорта можно доехать до центра на такси от 20 евро или на метро за 4,8 евро плюс 1 евро за карту. Разовая поездка в городе на автобусе стоит 2 евро, на метро 1,5, а 10 поездок стоит от 4. Вообще, в начале этого года цены на транспорт в Валенсии поднялись в 2 раза впервые за 12 лет, но потом снова снизились, только уже временно, до июля. Это по актуальным данным на апрель 25-го. Если вы турист и приехали на 1-3 дня, напоминаю про Валенсия Турист Карт. Купить ее можно в туристических бюро. Помимо аэропорта есть еще 6 точек в городе. Адреса оставлю в описании. Из интересного, автобус нужно останавливать рукой. Водители не принимают купюру больше 10 евро, но можно платить картой. Метро ездит в пригороды, что удобно. В Валенсии также много электросамокатов и велосипедов в Валенбисе. Первые 30 минут бесплатные, в приложении можете все изучить. Так что транспорт тут удобный, хоть не супер бюджетный. И вот мы снова вернулись к башням Сиранос, чтобы от них начать прогулку по парку Турия. Он тянется через весь город почти на 9 километров. Когда-то здесь протекала река Турия, но после сильного наводнения ее русло перенесли, а на месте воды появился этот уникальный парк. С каждым новым местом Испания, ну и Валенсия, может и вся Испания, меня просто удивляет тем, какое здесь большое разнообразие интересных растений. Вот посмотрите на эти бубочки, какие они прикольные. У них колючие такие шипы сверху. Я такого никогда не видела, чтобы такие вот деревья были. Много таких вот есть, меня оператор потерял, много есть интересных, не только деревьев, ну цветов, кустов, вообще можно так идти, изучать. И помимо пальм, очень много такой красивой флоры. Мне очень нравится этот парк, он просто обалденный. Вот я стырила мандарин, взяла его из дерева. Да, тут много мандариновых деревьев, пальм. И что мне особенно нравится, сейчас я покажу, это то, что есть разные дорожки. Вот, например, там велосипедная дорожка, и дальше есть для людей, даже для бега. И вот, в общем, очень много уровней, можно вот так вот идти, это прям классно. И создается ощущение, что парк такой супер широкий, в принципе, комфортно идти. И атмосфера классная, даже не в супер солнечную погоду, потому что растения зеленые вот уже многие, хотя сейчас только середина марта. А если хочется чего-то более камерного и уютного, можно свернуть в Хардинес де Монфорте. Тут котик. Небольшой, но очень красивый сад с аккуратными зелеными лабиринтами, статуями, фонтанами и ощущением полного покоя. Классно, что место бесплатное, здесь так свежо и приятно прогуляться, а летом, думаю, когда солнце, можно спрятаться хорошо тут в тени, передохнуть. И еще немаловажно, что здесь бесплатный туалет, хороший. А еще совсем рядом находится ботанический сад Валенсии. Тут уже вход платный, 4 евро с человека, но если хотите увидеть гигантские кактусы и почувствовать себя в джунглях среди сотен видов растений со всего мира, то, конечно же, welcome. А мы движемся дальше, к Понт-де-ля-Мар.
пешеходному мосту, который был построен в 16 веке. Красивое историческое место с видом на современные районы города. Вот я привыкла идти и видеть на земле какие-то там яблоки, груши, орехи. В Испании это мандарины, что немного непривычно. Следующая локация точно порадует детей, но не только. Это уникальная игровая площадка в виде Гулливера, героя романа Джонатана Свифта. Собственно, тут вы увидите лежащего Гулливера, 70 метров в длину, у которого все части тела и одежды превращены в игровые элементы. Очень креативная площадка, хотя на самом деле я немного беспокоюсь за безопасность, потому что все-таки тут такое все твердое и можно упасть. Ну да ладно. И на самом деле по книге ведь Гулливера привязали лилипуты к земле, и тут даже эти веревки символизируют реально вот как оно было. Поэтому очень крутая идея, мне прям очень нравится. И да, в идеале было посмотреть с дрона, как выглядит весь Гулливер со всеми его частями, но тут есть смотровая площадка, не очень высокая, но с нее видно хотя бы часть всей этой инсталляции. Еще немного пройдясь по парку, попадаем в тот самый город искусства и наук. Популярное место не только в Валенсии, но и в Испании в целом. Это современный архитектурный комплекс, который сочетает в себе науку, искусство и природу. По сути, это 6 построек в таком футуристическом дизайне. Планетарий и кинотеатр, крупнейший аквариум Европы, интерактивный музей науки, оперный театр, прогулочная зона с садами и скульптурами и здания для разных мероприятий. Футуристично, современно и масштабно. Место действительно стоит посещения, не зря считается одним из лучших в Валенсии, визитной карточкой, собственно. И мы здесь уже сделали миллион фото, миллион видео. Да, ну и по количеству туристов можно увидеть, насколько оно популярное. Но в целом это не мешает. Опять же, Валенсия очень такая комфортная для прогулок, как парк Турия, так и, в принципе, этот городок. Первое здание было построено в 98-м, последнее в 2009-м, а руку к нему приложили знаменитые архитекторы Сантьяго Калатрава и Феликс Кандела. А теперь вернемся с вами к старому городу, а точнее к центральному рынку. Я, правда, не фанат таких мест из-за суеты и шума, да и лучше уж пойду в магазин, но все же атмосферы они добавляют. Это да, вначале тут был рынок под открытым небом, а потом его дополнила красивая архитектура. Сейчас тут можно найти буквально все: свежие фрукты, овощи, морепродукты, деликатесы, сыры, местные специи, паэлью не за все деньги мира и даже улиток. Кстати, вы вот знали, что в валенсийской традиционной паэлье есть улитки? Да, ее готовят с кроликом, курицей, фасолью и этими самыми улитками. Так было изначально. Вообще испанская кухня – это про простые, но яркие вкусы. Хамон, сыры, морепродукты, оливковое масло – все максимально натуральное и свежее. Не зря здесь так популярна средиземноморская диета, которая считается одной из самых полезных в мире. И, конечно, тапас – культовая часть местной еды. Маленькие закуски, которые подают к вину или пиву. Могут быть самыми разными, от картофельной тортильи до маринованных анчоусов. На рынке как раз есть одна точка, где можно получить бесплатный тапас с напитком по валенсийской туркарте. Сейчас и затестим. Так, ну что, нам дали две такие вот стаканчика два. И тут прям все я вижу разные такие виды хамона или колбасы. В общем, сейчас будем пробовать. Ничего не знаю, что здесь, но интересно. Пахнет, кстати, обалденно. Ну, жирная колбаса, прикольно. Но мне нравится. Сейчас будет классное описание. Потому что они фудблогер. Ну, опять же, вкусная колбаса, они мне очень похожи. Пока что одинаково. Ну, прикольно. Темная такая, вкусная. Оно такое все пикантное.
с разными специями. В общем, мне нравится. Ну, правда, действительно хочется хлеба и что-то выпить. Но я не пью алкоголь, поэтому мы выбрали воду, а не пиво, вино, которое обычно к нему идет. Так, я не знаю, как тут взять. Ну, окей. Ну, правда, вкусно. И так давно не ела колбасы. В общем, очень классная штука. Я думала, будет мало, но, блин, тут так даже ничего не изменилось. Я взяла 5 кусков. То, что это бесплатно и входит в туристическую карту, это очень круто. Можно прийти в рынок, главное найти тут вот эту точку 102, но там надо просто направо повернуть и, в общем, найдете. Есть картинки в интернете. И все. Прикольно. Бесплатно. И еще одно место мы просто не могли пройти мимо. Вот с чем у вас ассоциируется Испания, помимо еды и моря? У меня лично с корридой. И да, это, пожалуй, самая спорная традиция. Арена в Валенсии не просто туристическая локация, а настоящее историческое место. Сюда до сих пор приходят зрители, чтобы увидеть бои быков. Но мне лично такое совсем не нравится, и я бы точно на подобное шоу не пошла. Недавно смотрела мультфильм «Фердинанд», и вам рекомендую. Там как раз поднята тема жестокости, и сама история трогает душу. Поэтому да, с одной стороны это часть культуры, с другой морально тяжело, так как бои всегда заканчиваются печально. Билеты на корриду могут стоить от 7-20 евро и вплоть до 200. Пишите в комментариях свое личное мнение, сходили бы сюда или нет. Казалось бы, мы были в Валенсии всего 3 дня, но какие же насыщенные они получились. Да, с одной стороны было много стресса, нам пришлось поменять наши планы из-за дождя, мы не посетили все места, что хотели, но, повторюсь, в спонсорстве я ими обязательно поделюсь. Также обратной стороной Валенсии оказалось много граффити, бездомных людей, живущих вот так в палатках под мостами, напрягал шум и постоянные взрывы петард, ну и нюансы с квартирой. Но несмотря на это, Валенсия впечатлила своим обилием парков, красивым морем, яркими районами и картофельной паэльей, на которую я подсела. Да и наблюдать за испанцами, слушать их речь было очень любопытно. В комментариях делитесь своими впечатлениями от Валенсии и увидимся совсем скоро в еще одном испанском городе, который, честно говоря, впечатлил меня сильно больше, особенно одним обалденным островом неподалеку. Ну а пока.